Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор на фактуры. У нас здесь маты. С солоноватым, да, таким этим. Почему Медиалуна лучше? Сдобные мы не берем. Мне кажется, она тут лишняя. Un кафе con leche, con dos, Медиалунас. Спойлер, нам что-то нигде не понравилось. Вот там внутри желтое тесто, а мы идем к самому сладенькому. Дульсите лечь слишком сладко для меня. Мое взяла ушко. Это мое ушко, мое было побольше. Что не сделаешь ради контента? Чтобы снять для вас обзор на Фактурас, мы решили зайти в пару пекарен. Вообще в Буэнос-Айресе это максимально просто. Они тут на каждой улице, буквально на каждом шагу. В Аргентине уже почти зима. Цвета невероятные, все в этих желтых листьях. Чувствуется прохлада и, конечно, в такую погоду больше всего хочется выпить горячий кофе с какой-нибудь свежей фактурой. Так, стоп, подождите. Прежде чем все это попробуем, давайте на секунду перенесемся во времени. Конец 19 века. Буэнос-Айрес превращается в один из самых богатых и модных городов мира. Сюда заходят огромные корабли из Европы, а на берег сходят миллионы людей в поисках лучшей жизни. Именно эти люди, итальянцы, испанцы, немцы, французы, привезли с собой не только свои мечты, но и рецепты. Само слово «фактура» происходит от латинского «facere» – «делать». В те времена пекари называли так все свое производство, все изделия, которые выходили из печи. Но Аргентина – страна с характером. Европейские круассаны и бриоши здесь не просто прижились, они смешались в один невероятный микс, который мы теперь знаем как аргентинский фактурас. Однако за этой сладкой глазурью и нежным кремом скрывается настоящая борьба. Дело в том, что большинство пекарей того времени были анархистами. В 1887 году они создают свой профсоюз. Когда пришло время заявить о своих правах, они выбрали самый остроумный способ протеста. Пекари начали давать выпечке названия, которые буквально троллили власть, армию и церковь. Представьте, вы приходите утром в пекарню и покупаете «Вигилянтес» – надзиратели в форме полицейской дубинки. «Каньонситос» – это пушки, высмеивание артиллерии. Болес де фрайле – яйца монаха. Пекари очень не любили официальную церковь. Сакраментос – таинство в насмешку над церковными обрядами. То, что сегодня десерт, когда-то было дерзким политическим высказыванием. Мы выбрали две ближайшие пекарни. Наша задача выбрать самые разные фактуры, чтобы попробовать и рассказать вам про историю каждой и ее вкус. Кстати, обычная цена за одну штуку сейчас 900 песо. Вообще в Аргентине принято брать сразу дюжину, так что мелочиться не будем. Взяли 12 штук. Поцелуй. У нас здесь чай. У нас здесь маты. Мы переходим к тесту. Правила простые. Попробуем каждую фактуру и выставим оценки от 1 до 10 по 3 пунктам. Первый. Общий вкус. Насколько это вообще кайфово и сбалансировано. Второе. Уровень сахара. Это приятная сладость или от одного укуса сводит зубы. Третье. Желание повторить. Это та булка, за которой ты вернешься завтра? Или окей, попробовал и забыл. На испанском медиалуна буквально означает полумесяц. Это булочка, прямой потомок французского круассана, но с аргентинским характером. Пекари адаптировали европейский рецепт, сделав тесто более плотным и сладким. Главный секрет здесь в сливочном масле и лимонном сиропе, которым ее обильно поливают сразу после печи. У меня медиалуна де Монтек, сладенькая, должна быть. А у тебя де Грасса. Медиалуна де Грасса, где слово «грасса» означает «жир». Она появилась в те времена, когда сливочное масло было непозволительной роскошью. Вместо него стали использовать говяжий жир, который в Аргентине всегда был под рукой. В итоге получилась уникальная соленая выпечка, тонкая, очень хрустящая и идеальная для горького мата. Тут как будто что-то другое. С солоноватым, да, таким этим? Я такое никогда не пробовала просто. Медиалуна 9. 9, я тоже согласна. Сладкая на 6, 10 купила бы точно. Просто купили бы. Мы бы это купили, мы это часто кушаем в кафешках. Насколько она вкусная, я бы поставила ей
Да тоже 9. Ой, 8-9. Насколько она сладкая? На 4, наверное. И купили бы еще или нет? Я думаю, что я бы, да, взяла еще. Я бы взял, но реже, чем медиалун. Да. У этой фактуры нет одного исторического названия, но в любой пекарне ее узнают по двум главным деталям – крема пастелера и шоколаду. Забавно, что они могут быть разной формы, одна прямая, а вторая изогнута как медиалуна. Но суть у них всегда одна – это нежное сдобное тесто, внутри которого прячется густой заварной крем. Тут крема пастелера, крему пастелеру я люблю. И тут мембриша я тоже люблю. Когда все вместе вкусно, да? Шоколад, белый, черный, кремовый. Перегружено как будто в плане вкуса. Но это не так сладко. Ой, это наоборот очень сладко. И кисленько где-то, и сладенько. Почему медиалуна лучше? Медиалуна очень такое сбалансированное блюдо. Тут много всего. Вот, а медиалуна это какая-то вот классика, которая не надоест, как будто ее медиалуну очень часто можно есть. Моя оценка 8. Сладкое на 7. Мне кажется, 7 все-таки. У нас там еще будут лоты, в которых дульче де лечи. Под них оставлю высокие баллы. Купили бы еще раз и покупали. И будем покупать. Но тут что-то еще глазури какой-то сверху бахнули. Мне кажется, она тут лишняя. Что думаешь? Мне все нравится. А глазурью что ты называешь? Перегружено, ну вот эти вот потеки шоколада. Не, это вообще отлично. Там чуть сладенькое, там чуть кисленькая вареница вот это. Шоколад белый, коричневый дает какую-то сладость. Мне все нравится. Поэтому, да, я бы взяла еще раз. Ну и это две абсолютно одинаковые сдобные булочки, просто разной формы. Да. Пишите, как вы считаете, стоит ли поливать шоколадом это дело? Перед вами легендарная тортита негра, которую в народе ласково называют кара сусия или грязное личико. Название говорит само за себя, съесть ее и не испачкаться в черном сахаре практически невозможно. У этой булочки удивительно бытовое происхождение. Она родилась на кухнях, где хозяйки старались радовать детей выпечкой из самых доступных продуктов. В те времена белый сахар стоил дорого и считался привилегией, а черный неочищенный был самым дешевым и доступным. Так, а у меня вот эти штуки я очень люблю, я точно знаю, что он вкусно. Это пальмерита, или пальмочка, которую у нас часто называют ушком. В Аргентине это одна из самых старых и любимых фактур. Ее история уходит корнями во французскую кухню, но аргентинцы сделали ее своей, добавив больше сахара и сделав ее более хрустящей. Вот этому ушку я поставила бы оценку 9. Вот мне нравится здесь, когда не сахар, а сахарный сироп сдобный, и ушко, оно прям в таком сахарном сиропе, очень вкусно. 9 я бы еще раз взяла. Тортита негра 7. Хорошая фактура, классическая. Для меня слишком много булки в ней, вот. Просто булки без какого-либо вкуса. 5. Я бы и ту бы взял. А это болес де фрайли, или шарики монаха, пожалуй, самая дерзкая выпечка в аргентинских пекарнях. Свое провокационное название они получили больше 100 лет назад от пекарей-анархистов, которые таким образом подшучивали над церковью. Вот тут уже видно, что есть много сахара. Я вот так его взяла. Спойлер, нам в целом мы брали так в других местах, нам что-то нигде не понравилось она. Ну да, она прям такая. Специфичная. Слюнки уже текут. Какое необычное тесто. Хоть там внутри желтое тесто. Кажется, что сдобное, но оно... Не понимаю. Пончиковое как раз. Ну да. 8. Он оказался на удивление хорош. Обычно они невкусные. Ну, нам попадались. Этот прям, интересно. Время от времени можно было бы взять. Ладно, из-за того, что там сахар сверху, 8. Пончик бы в этом месте, где мы взяли, я бы взял. Он прикольный. Прикольный, да. Не приторный. Это булочка. Полная противоположность хрустящим медиалунам. Перед вами пан де лече кон крема и нуэс. Плотная, тяжелая и очень сытная сдобная булка. У нее мелкопористый мягкий мякиш, который буквально пропитан ароматом молока и ванили. Вот тут прикольно, что есть орешки, есть пастилера, неплохая булочка. Очень удобная, но баланс такой. Сладости и булочного изделия. Вот этой штуки, наверное, 7. Она меня сильно не впечатлила, те были лучше, но тут прикольно, что с орешками. Чисто пирожок с повидлом из детства, вот такое тесто у него. Эта штука, не знаю, тоже 7. Ее бы я не взял еще раз. Следующий. А мы идем к самому сладенькому.
Главная уличная классика Аргентины – чуррос. Корни чуррос уходят в Древний Китай, где португальские моряки подсмотрели рецепт соленого жареного теста и привезли его в Европу. Испанцы рецепт немного изменили, сделали тесто сладким, придали ему форму звезды. Но главными популяризаторами стали испанские пастухи. Кстати, само название чуррос пошло от породы овец чурра, чьи рога напоминали пастухам форму этой выпечки. Ну а аргентинцы стали добавлять вареную сгущенку и шоколад внутрь. Хорош. Очень вкусно. Но чурросы надо есть теплыми. Есть одно классное место в центре. Мы, может, приложим ссылку. Там очень вкусные чурросы. Чурросом, в целом чурросом, с дульсе де лечи и шоколадом я поставлю 9. Чуррос, если решено де дульсе де лечи, и с сахаром еще, а сахаром посыпанный, то это 10 сладость будет. И в целом, вот в том месте, про которое мы говорили, там 10 из 10, чурросы очень вкусные. Свое имя Вихелянте получил в конце 19 века от пекарей-анархистов, которые во время забастовки переименовали всю выпечку, чтобы высмеять власть, и эта вытянутая палочка стала ироничной копией полицейской дубинки. В разных вариациях она может быть и с кремо-пастилерой, и с мембришей, и также политая шоколадом. Вот эту штуку я ставлю 6. Мне еще она очень не понравилась. У нее тесто, похоже, тоже солоноватое. По сладости эта штука 6. Вот эту штуку я бы не брала больше. Редко бы взял. Вот это мое любимое. Напоследок. С чего хочешь начать? А это уже знакомая вам медиалуна. Но в этот раз ее разрезали вдоль и доверху начинили культовой дульсе де лече. Это превращает утреннюю классику в настоящее гастрономическое оружие. Очень сильно люблю дульсе де лече. Мы сейчас будем кусать и пробовать. А вы пока напишите в комментариях, какая ваша самая любимая фактура, которую вы едите. И как часто. И вообще, на завтрак, на обед или, может быть, на ужин. Или среди ночи. Или среди ночи встаете, кушаете. Где покупаете. Ну, не знаю, прям вообще расскажите, поделитесь этим, потому что мы берем в пандерии и кушаем их в основном днем. Берем по 2-3 штуки. Иногда с кофе мы пьем. Да, иногда с кофе, если есть какие-то промо, да, в кафе. Мы берем кофе и фактуры. Un café con leche, con dos medialunas. Эта трубочка называется каньонсито, и ее имя еще один привет от аргентинских пекарей-анархистов конца 19 века. Устраивая забастовки, они давали выпечке ироничные названия, чтобы уколоть власть, и эта форма слоеного теста стала самой прямой отсылкой к армейским пушкам. Вот это выглядит не очень, потому что она вроде сдобная. Вот это тоже сдобная, блин. Я на самом деле люблю больше слоеные. Но давайте посмотрим. Потому что он довольно плотный и тяжелая, мне кажется. Ну, вкусно тут что? Дульсе де лече. Слоеная была бы легче и вкуснее. Как, знаешь, обычные булочки вот эти вот, которые без ничего. Сдобные были. Может, так и назывались сдобные булочки, да? Ну да, в принципе, так и назывались. Помнишь, без ничего в России такие были? Ромашка, булочка, ромашка, вот это круто. Ломаешь на куски, нет? А по 7 ставлю. Я уже раньше говорил, что мне не очень нравится дульсе де лече. Слишком сладко для меня. Боже. Боже. Диос миос. Мне нравится вот полегче, которые до этого были. То есть сладость 10 и у той, и у той. Взял бы еще раз, потому что Алена их очень любит. Вот. Взяла бы еще раз. Естественно, я бы взяла еще раз. Но, да, сдобное мы не берем. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Напишите, какая медиалуна, какая фактура любимая у вас. И подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. А мы идем выбирать, что мы еще поедим. А мы будем доедать, да. Вот, ушко надо поесть, да? Ушко вкусное. Да. Вот эти твои можно. Ты мое взяла, ушко. Это мое ушко, мое было побольше. Буфет в музыкальной школе, Аля, знаешь, там сочная булка с маком, пирожок с чем-нибудь, с повидлом. Я наелась. Я не знаю, еще, наверное, медиалуну уничтожу, вот этот остаток, и все. Что не сделаешь ради контента?